Привет, друзья! Пенсии в Германии и состояние кошельков сейчас оказывается под давлением из-за новой политической игры в Берлине. Громкое обещание выдать всем по 1000 евро в виде антикризисного бонуса рискует остаться лишь громким заявлением. Лидеры партий в понедельник договорились, пообещав людям и дополнительные выплаты от работодателей и более низкие цены на топливо, однако за этим фасадом пока нет окончательно оформленных решений. Проблема в том, что идея активно обсуждается, но под нее еще не принят ни один конкретный закон. Это наглядный пример того, как ожидания сталкиваются с бюрократическими процедурами сегодня. Давайте посмотрим на факты, которые заставляют насторожиться. Крупнейшие компании немецкой экономики, те самые ориентиры для рынка, заняли выжидательную позицию. В BMW и Siemens осторожно заявляют, что изучают данный вопрос, а в Allianz и MAN не спешат давать конкретные обещания. Если сравнить это с ситуацией той двухлетней давности, когда те же концерны без лишних обсуждений выплачивали значительные премии, становится понятно, сейчас бизнес действует гораздо осторожнее. Компании ждут ясности, и это сигнал, который нельзя игнорировать. Наибольшее напряжение сегодня ощущается среди среднего класса и малого бизнеса. Баварская торгово-промышленная палата прямо указывает, для небольших предприятий такие инициативы могут стать серьезной нагрузкой. Предприниматели уже находятся под давлением налогов и высоких затрат на энергию, поэтому возможности для дополнительных выплат ограничены. Если же раньше премии чаще получали сотрудники крупных предприятий с сильной профсоюзной защитой, то работники небольших мастерских, пекарен и семейные компании нередко оставались без подобных бонусов. В итоге возникает такой риск, что заявленная поддержка от Мерса окажется неравномерной, и часть людей так и не увидит той обещанной суммы в своих расчетных листах. Правительство Фридриха Мерца декларирует всестороннюю поддержку населению, однако мы уже видим на практике, эта инициатива оборачивается серьезным финансовым давлением на корпоративный сектор. Предприниматели находятся в раздумьях, выплату в 1000 евро – это существенные дополнительные расходы, как вы понимаете, которые бизнесу придется покрывать из собственного бюджета. Президент Баварского совета ремесел выступает с жесткой позицией. Прежде чем ожидать от компаний подобных шагов, властям стоит пересмотреть налоговую нагрузку на сами предприятия. Лишь после этого можно рассчитывать на реальные действия в сторону сотрудников. Глава объединения баварской экономики также выражает обеспокоенность. Он подчеркивает, что бонус в 1000 евро, полностью финансируемый именно работодателем, резко увеличивает затраты на содержание персонала. В текущих экономических условиях многие компании могут столкнуться с трудностями при такой нагрузке. Государство при этом тоже недополучает доходы, поскольку подобные премии освобождаются от подоходного налога, бюджет теряет значительные средства. Эксперты Института немецкой экономики провели предварительные расчеты. Выпадающие доходы казны могут достигать аж 12 миллиардов евро. К этому прогнозу стоит относиться все-таки взвешенно, поскольку он основан на данных прошлых лет. Тогда около 20 миллионов сотрудников, более половины всех занятых в ФРГ, напомню, получили инфляционные бонусы. Если сейчас бизнес будет действовать осторожнее и число компаний-участников окажется все-таки ниже, итоговая нагрузка на бюджет может быть существенно меньше. Запланированные послабления, которыми так гордятся в Берлине, на практике окажутся доступными далеко не каждому. Снижение стоимости заправки ощутят в первую очередь именно владельцы автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, тогда как обладатели электрокаров, например, фактически остаются вне этой меры поддержки. Правительство Мерса рассчитывает сократить налог примерно на 17 центов за литр как для дизеля, так и для бензина. Этот механизм вводится как временная мера сроком, напомню, на 8 недель, начиная 1 мая, при этом нагрузка на государственный бюджет от такого решения оценивается примерно в 1,6 миллиарда евро. Однако главный здесь вопрос: дойдут ли эти центы до кошельков нас с вами, обычных водителей? Предыдущий опыт вызывает серьезные сомнения.
Несколько лет назад, например, власти уже применяли схему топливных скидок, снижая сборы примерно, напомню, на 14 центов для дизеля и почти тогда на 30 центов для бензина. Разбор той ситуации показал, в первой неделе автозаправочные станции действительно все-таки корректировали цены, но затем эффект постепенно снижался и часть выгоды оставалась именно у компаний. Статистика того периода говорит сама за себя. До потребителей в итоге доходило около 87% дизельных скидок и примерно 71% по бензину. А вот остальная часть фактически оставалась в цепочке поставок. Интересно и то, что по регионам эффект распределялся тоже неравномерно. В более обеспеченных федеральных землях результат ощущался слабее. Экономисты отдельно отмечали тогда Баварию как регион, где снижение цен передавалось конечным водителям в меньшей степени. В итоге жители крупных городов, вроде того же Мюнхена или Нюрнберга, рискуют снова получить лишь часть обещанной выгоды, пока власти отчитываются о мерах поддержки. Но ситуация с бонусами от гигантов индустрии сейчас выглядит как затянувшаяся театральная пауза. Если 4 года назад, хочу вам напомнить, Siemens и BMW без лишних слов радовали свои коллективы выплатами по 1500 евро тогда, причем дважды, то сегодня их риторика изменилась просто до неузнаваемости. На прямой вопрос о новой премии в 1000 евро в BMW, например, отвечают максимально сдержанно. Вопрос находится в стадии изучения, а руководство Siemens и вовсе заявляет о преждевременности любых обсуждений. Также неопределенность исходит и от MAN и Webasto. Крупные игроки явно не спешат даже брать на себя финансовые обязательства. Но даже если законодательный акт все-таки будет окончательно утвержден в Бундестаге, эксперты советуют не планировать траты заранее. Баварские торговые палаты предупреждают, малый и средний бизнес сейчас работает на пределе своих возможностей и с трудом удерживает вообще баланс. Да, освобождение этой выплаты от налогов звучит привлекательно, но финансирование, как я уже сказал, ложится именно на работодателя, у которого после оплаты энергии и издержек часто почти не остается даже свободных средств. По данным Кёльнского института экономики, бюджет сегодня может недополучить до 12 миллиардов евро налоговых поступлений, если выплату получит около 20 миллионов человек. Но я хочу сказать, что это оценка с большим допущением, поскольку много указывает и на то, что значительная часть компаний предпочтет не участвовать вообще в этой инициативе Мерса. Что же касается широко обсуждаемого снижения топливного налога на 17% с 1 мая, то и здесь, я вам скажу честно, многие могут столкнуться с разочарованием. Во-первых, владельцы электрокаров вновь остаются вне зоны, как я сказал, прямой поддержки. Во-вторых, опыт прошлых лет показывает, эффект на кошельки водителей может оказаться слабее самих ожиданий. Нефтяные компании способны частично все-таки удерживать выгоду за счет собственной маржи, поэтому рассчитывать на устойчивое и длительное снижение цен на заправках нам с вами рискованное ожидание. Но пока правительство Фридриха Мерца обсуждает премии и налоги на топливо, медицинские кассы ФРГ начинают подавать тревожные сигналы, готовят почву для крупных финансовых изменений в жизни немецких семей за последние десятилетия. В Германии назревает серьезная реформа медицинского страхования, которая заставит многих пересмотреть свои домашние бюджеты. Специалисты по здравоохранению открыто признают, система обязательных касс испытывает серьезную нагрузку сегодня. Ситуация напряженная. Министр здравоохранения Нина Варкин, представляющую партию ХДС, представила пакет мер, призванный сократить крупный финансовый разрыв. По ее прогнозам, без дополнительных шагов уже в следующем году дефицит системы может достигнуть 15 миллиардов евро, а к 2030 году приблизится к 40 миллиардов. В обсуждение будущих изменений вовлечены все участники системы, от врачей и аптекарей до рядовых граждан. Одним из самых обсуждаемых предложений стало изменение программы совместного страхования супругов. Сейчас в Германии, вы знаете, действует принцип солидарности. Например, если один в паре не работает и не имеет собственного дохода, он автоматически застрахован через партнера и не платит взносы. Нина Варкин заявила, что речь не идет о полной отмене этой модели, однако планируется ее существенная корректировка.
Согласно новому плану, с 2028 года неработающие супруги должны будут участвовать во взносах в кассу. Предполагаемый уровень 3,5% от дохода работающего партнера. Министр подчеркивает, что для семей с небольшим и средним заработком эта нагрузка будет ниже прежних обсуждаемых сценариев. При этом предусмотрены и исключения. Например, родители с детьми до 7 лет, семьи с детьми с инвалидностью, а также те, кто ухаживает за тяжелобольными родственниками или уже находится на пенсии. Для этих категорий действующая модель сохранится, что должно частично сгладить последствия изменений. Министерство здравоохранения выносит на обсуждение сегодня еще один непростой пункт – рост расходов на медикаменты. В текущий период, приобретая препарат по рецепту, пациент вносит в кассу аптеки от 5 до 10 евро. Реформа предлагает пересмотреть эти границы. Также нижний порог доплаты поднимется до 7,5 евро, а верхний достигнет 15 евро. Фактически это означает, что привычный поход за лекарствами может обходиться ощутимо дороже. Параллельно ведомство планирует провести ревизию каталога медицинских услуг. Некоторые процедуры, которые десятилетиями, скажем так, считались базовым правом застрахованного, могут быть также пересмотрены в части финансирования. В перечне обсуждений это регулярная проверка на рак кожи для граждан старше 35 лет. Если сейчас ее можно проходить каждые 2 года за счет кассы, то в будущем такой осмотр может частично перейти в зону личных ваших расходов. Также законодатели намерены прекратить финансирование гомеопатического лечения из средств обязательного страхования. Интересное нововведение касается и хирургического вмешательства перед проведением ряда процедур. Получение второго, скажем так, мнения от независимого врача станет обязательным условием. Особое внимание уделят операциям на коленях. Статистика показывает, что в ФРГ подобные вмешательства проводятся чаще, чем у соседей по Европе. Нина Варкин уверена, такая мера поможет избежать лишних операций, а система сократит избыточные расходы. Что же касается работы клиник, то здесь тоже готовятся изменения в оплате труда. Прием пациентов без предварительной записи, а также техническое введение и обновление электронных медицинских карт будут финансироваться отдельными траншами, что и должно стимулировать врачей эффективно работать с потоком пациентов. Мы просто не можем тратить больше, чем зарабатываем. Эта цитата, этот вердикт Варкин фактически ставит точку в эпохе максимально широкого медицинского сервиса. Позиция ведомства теперь предельно прагматична. Финансирование лечения будет напрямую зависеть от его подтвержденной клинической эффективности. Кассы планируют оплачивать преимущественно те манипуляции и препараты, польза которых подтверждена научными стандартами. Чтобы дополнительно сжать, скажем, эти расходы, больницы и аптечные сети обяжут закупать медикаменты через систему специальных тендеров и прямых контрактов с поставщиками по наиболее низким ценам. Одной из самых обсуждаемых тем также стало возможное сокращение выплат по больничным листам. Однако здесь министр здравоохранения столкнулась с юридическими границами своих полномочий. Вопросы сокращения сроков выплат или введения так называемых дней ожидания, то есть когда первые сутки болезни не оплачиваются, находятся в ведении Министерства труда. Варкин подчеркнул, что подобные изменения трудового регулирования – это зона ответственности другого ведомства, хотя дискуссия о необходимости экономии в правительственных коридорах только набирает оборот. Финансовая подпитка реформы будет идти через фискальные инструменты. Налог на табак вырастет уже в текущем графике, о чем ранее сигнализировал, кстати, и канцлер Фридрих Мерц. Но комиссия по реформе идет еще дальше, предлагая внедрить дополнительные сборы. Нина Варкина открыто поддерживает запуск налога на сахар, а именно специального сбора на сладкие газированные напитки. С точки зрения профилактики заболеваний такой шаг выглядит логичным, но министр признает, реализовать это в рамках законодательства о медицинском страховании невозможно. Решение о новом налоге на газировку должны принимать ведомства, отвечающие именно за финансы и сельское хозяйство, что предвещает дополнительное межведомственное обсуждение.
И сейчас появляется весьма логичный вопрос: что будет дальше? Представленный в этот список мир пока не является окончательным решением. Официальное рассмотрение законопроекта в Кабинете министров намечено на 29 апреля. После этого документ предстоит пройти через обсуждение в Бундестаге и Бундесрате, где каждый пункт может быть детально рассмотрен и даже скорректирован. Дефицит в 40 миллиардов евро к 2030 году – это не просто сухая статистика и зачет, а серьезный финансовый разрыв, который власти намерены закрыть за счет перераспределения нагрузки между участниками системы. Наблюдая за таким развитием ситуации вокруг ГКФА, в течение долгого времени можно отметить постепенную смену риторики. Если раньше, я вам напомню, предложения правительства звучали более осторожно, то сейчас тон той же Варкин стал гораздо жестче. Принцип «платить будут все» от врачей и аптечных сетей до пациентов выглядит как попытка прямого и достаточно болезненного диалога с сообществом. Реформа перестает быть точечной, превращаясь в такое масштабное изменение системы государственного страхования. Особое внимание заслуживает логика внедрения налога на сахар. На первый взгляд, связь между газировкой и дефицитом медицинских касс не очевидна. Но расчет здесь стратегический. Снижение потребления сахара может в долгосрочной перспективе сократить случаи диабета, что уменьшит соответственно расходы на лечение. Профилактика обходится бюджету все-таки дешевле, чем терапия уже развившихся заболеваний. Однако отмена бесплатных проверок на рак кожи выглядит спорным шагом. Экономия в масштабах страны здесь будет относительно, кстати, небольшой, тогда как риск пропустить опасное заболевание в ранней стадии может увеличиться. Остается надеяться, что в ходе парламентских слушаний этот пункт будет все-таки пересмотрен в сторону интересов пациента. Но в то время как медицинская система готовится затягивать пояса, в правилах подработки для тех, кто уже завершил свою основную карьеру или только планирует это сделать, наступает долгожданное смягчение ограничений. Изменения в законодательстве ФРГ открывают перед пожилыми людьми новые возможности. Главная новость текущего периода – это правила, по которым досрочный выход на пенсию приводил к автоматическому сокращению выплат при наличии подработки, постепенно уходят в прошлое. Теперь допускается получение дополнительных доходов без прямого уменьшения пенсионных выплат. Это правило распространяется как на тех, кто получает пенсию по старости на общих основаниях, так и на тех, кто оформил ранний выход на отдых. Более того, если человек продолжает работать до наступления официального пенсионного возраста, взносы в систему продолжают поступать на его счет, что в перспективе, вы понимаете, может увеличить итоговый размер выплат. Настоящим изменением стала концепция Active Rente, запущенная с 1 января. Она вводит новую налоговую льготу. После достижения установленного пенсионного возраста можно зарабатывать до 2000 евро в месяц без уплаты подоходного налога с этой суммы. Однако здесь важно учитывать юридические рамки. Эта налоговая льгота не применяется при досрочной пенсии. Она начинает действовать только после достижения стандартного пенсионного возраста. Кроме того, льгота касается исключительно официальной занятости с уплатой социальных взносов. А вот для получателей пенсий по инвалидности действуют более строгие ограничения. Несмотря на то, что в текущем графике лимиты были пересмотрены в сторону увеличения, контроль остается внимательным. Для полностью нетрудоспособных лиц годовой порог подработки составляет порядка, напомню, 20 760 евро, то есть около 1730 евро в месяц. При этом допустимая занятость ограничена примерно 3 часами в день. Для тех же, у кого установлена частичная потеря трудоспособности, расчет ведутся индивидуально, но ориентировочная планка начинается около 41 500 евро в год, что примерно 3400 евро ежемесячно, при занятости до 6 часов в день. Соблюдение этих временных рамок остается важным условием. Превышение лимита может повлиять на статус выплат по инвалидности. Что же произойдет, если ваш заработок все-таки превысит установленный государством порог? В такой ситуации система действует поэтапно.
Из пенсионных начислений удерживается часть суммы, связанная с превышением. Существует также понятие потолка совокупных выплат. Если ваш, например, общий доход, состоящий из зарплаты и уменьшенной пенсии, окажется выше ориентировочного максимума вашего прежнего заработка за последние 15 лет, из пенсионных выплат может быть произведена дополнительная корректировка. В случаях, когда доход от подработки практически полностью перекрывает размер пенсии, выплаты могут быть вообще приостановлены. Поэтому, чтобы избежать подобных ситуаций, важно заранее уведомлять немецкое пенсионное страхование о начале любой трудовой деятельности. Что же касается популярного формата подработки мини-джоб, то здесь произошли важные корректировки. В связи с ростом минимальной оплаты труда, напомню, до 13,90 евро в час, месячный лимит дохода для этой категории увеличился до 603 евро. Если вы уже находитесь на обычной пенсии по старости, с такой деятельности социальные взносы, как правило, не удерживаются. Однако, для тех, кто вышел на пенсию досрочно, обязанность по уплате взносов в систему может сохраняться. Закон также предусматривает определенную гибкость. 2 месяца в году допускается превышение установленного лимита, что позволяет заработать на мини-работе до 8442 евро за год без влияния на пенсионное начисление. На этом пока все. Внимательно проверяйте расчеты по актив-ренте, следите за изменениями в правилах медицинских касс и своевременно передавайте данные о финансовой поддержке близких. Спасибо за просмотр.